Мир вам и милость Всевышнего, друзья! Давайте сегодня приготовим национальное блюдо цкан с творогом. Это лезгинское блюдо слоеное, так что вам, я думаю, оно очень понравится. Начнем. Для этого замешиваем обычное пресное тесто, которое состоит из муки, воды и соли. Тесто должно получиться довольно мягким, чтобы легко раскатывалось. Под видео напишу граммовку. Для одного пирога я в видео готовлю 2. Тесто должно получиться таким эластичным, мягким, достаточно легким. Ну и замес его тоже очень легок. Займемся пока начинкой, отставим тесто на минут 15 отдыхать. Для этого нам нужен творог, яйца, соль, перец. Можно добавить еще зелень, обжаренный лук, кто как любит. У меня в данный момент не было зелени, так что мы обошлись просто творогом и яйцами. Так тоже очень вкусно. Все это перемешиваем. Творог может быть довольно-таки сухой или влажный. Вот я помешала и чувствую, что он недостаточно жидкий, чтобы его можно было наливать. Добавила еще одно яйцо. Так что смотрите по консистенции, чтобы было такая жидковатая масса. Сначала на 2 части. Помним, да, что у меня тут 2 пирога. Вы не делите на 2 части, если печете один. И разделяем побольше кусочек, поменьше и остальное тесто на 3 кусочка. Вот смотрите, большой, маленький и 3 маленьких совсем кусочка одинаковых. Начинаем раскатывать тонко-тонко самый большой наш кусочек. Это будет основа нашего пирога, дно, так сказать. Раскатываем тонко, не забываем присыпать мукой и потом смазываем его маслом. Масло можете брать любое, можете подсолнечное взять. У меня здесь подсолнечное, получился прекрасный слоеный пирог в итоге. Можете топленое, сливочное, как вам удобно. Намазывайте тонким слоем тонкий раскатанный пласт теста, скручиваете его в жгутик. Перекручиваете этот жгутик и делаете такую чалмушку, можно сказать. Все, откладываем. Теперь следующий, поменьше, который кусочек был. Делаем то же самое. Тонко раскатываем и смазываем его маслом. Все это довольно быстро происходит, потому что тесто мягкое, податливое. И быстро-быстро нужно закрутить жгутики и такие челмушки делать. Теперь мы делаем основу пирога. Пирог можно печь в любой посуде круглой. У меня будет стеклянная форма. У вас может быть любая форма. Можете и прямоугольный сделать, как вам будет удобно, какая у вас посуда для этого есть. Чуть-чуть присыпаем мукой, много не надо. Он у нас масляный такой, хорошо раскатывается. Главное, чтобы не порвался. Если порвется где-то, то прищипните. Чуть-чуть смажьте маслом форму и укладываете этот пласт, чтобы были бортики, чтобы нам было потом удобно защипывать уже готовый пирог. Далее мы раскатаем 3 маленьких шарика, которые у нас остались. Их мы просто в тонкий-тонкий пласт раскатываем и будем поливать их начинкой. Мы раскатали все 3 пласта теста. Теперь смазываем дно нашего пирога маслом сливочным или топленым и накладываем начинку тонким слоем. Теперь наш тонкий пласт теста кладем сверху, тоже чуть-чуть смазываем его маслом и опять начинка. И так повторяем все 3 раза.
Теперь остался последний слой. Это верхний слоеный слой, который мы с вами делали. Раскатываем его аккуратно под круг нашей формы. И накрываем сверху наш пирог и защипываем аккуратно края. Все, в серединке мы делаем дырочку, чтобы он у нас не взорвался, воздух чтобы проходил. И в духовку на 35 минут 180 градусов. Вытащили, смазали сливочным маслом сверху, дали постоять, чтобы он чуть-чуть хотя бы остыл и впитал масло. И вот красавец пирог с нежным тестом. Поверьте, оно очень нежное будет, слоеное и вкусное. Очень сытное блюдо, вкусное, еще раз повторюсь, хрустящее. Полюбится и детям, и взрослым. Попробуйте обязательно приготовить. Надеюсь, у вас все получится. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Буду стараться снимать для вас новые и новые видео. Всего хорошего. Мир вам и милости Вышнего, друзья.